Инвестиции в криптовалюту могут принести колоссальную прибыль, но также здесь есть и огромные риски. Даже опытные инвесторы совершают ошибки, которые приводят к значительным потерям. И сегодня мы разберем 10 наиболее распространенных ошибок и как их можно избежать. Поехали! Всем привет! Вы на канале CryptoGirbo. Меня зовут Сергей Гирбо, и сегодня мы будем разбираться в ошибках инвестирования в крипту. Этот ролик отлично подойдет для новичков, поэтому если вы недавно в мире криптовалют, обязательно смотрите все до конца. Ну и перед тем, как начнем, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, там я пишу все интересное, что примечаю в мире крипты. Итак, первая ошибка – это инвестировать больше, чем ты можешь позволить себе потерять. Например, вы берете все свои средства, берете дополнительно кредит и закидываете в Трампа по 70. Вот такой идеальный сценарий вы придумали и сделали. Что с вами будет? Конечно же, вы обнулитесь. Вам еще придется выплачивать все долги, вы будете говорить всем, что крипта это скам, будет сплошной негатив, возможно, разрушится ваша жизнь. Так делать точно не нужно вкладывать в крипту все последние деньги, брать какие-то кредитные деньги, ни в коем случае. Потому что даже если вам там говорят, что будет альтсезон, там будут иксы, да, они, возможно, и будут, а возможно и не будут. Поэтому, если вы хотите сохранить все-таки свои деньги, свое благополучие, то ни в коем случае не вкладывайте последние деньги и кредитные деньги. Вкладывайте только ту сумму, которая будет не критична для вашего благополучия. Вторая ошибка, это, наверное, самое главное, это эмоциональные решения. Вы наверняка видите, как растет какая-то крипта, она растет и растет. Вы сначала не покупаете, она все дороже. И потом залетаете на самых хаях. Берете деньги и вкидываете все в эту монету. В надежде, что она продолжит рост. Но это так не работает. В хорошие активы или в какие-то новые активы нужно заходить на ранних стадиях, чтобы на них заработать. А когда уже происходит такой эффект, что уже монета дала 1000 иксов, то залетать в нее бессмысленно. Но здесь играют эмоции, потому что кто-то залетел, кто-то сделал иксы, вы также хотите повторить этот путь и залетаете на зеленых свечах. Так делать не нужно. Также это касается и паник-сейла, то есть когда все летит вниз. Это может быть манипуляция, как вот недавно мы видели, 3 февраля была манипуляция, все просто отлетело вниз, альткоины днище очередное пробивают. И в этот момент многие начали продавать. Особенно те, кто не так давно в рынке, они стали фиксировать убытки и срочно выходить из крипты. В такие же моменты, когда очень страшно, когда большинство начинает так хаотично выходить, наоборот, нужно присмотреться, а не стоит ли подобрать какие-то хорошие активы. В моменты, когда была паника, у меня личка обычно разрывается, потому что мне пишут и друзья, знакомые, начинают интересоваться, что там с криптой, все, ей хана, ну точно. Ну, для меня это как сигнал, что, возможно, стоит что-то докупить или что-то там ребалансировать, что я давно хотел, присматривал. Так что не стоит поддаваться этим эмоциям. Это сделать на самом деле очень сложно. Отбросить все эмоции вам так просто точно не получится. В какой-то мере они все равно будут. У меня они тоже есть. Я 8 лет в рынке, и все равно есть эффект фома. И когда фат идет, то тоже немножко может потряхивать психику. Но уже просто в меньшем количестве, более спокойно к этому всему относишься. Просто отвлекаешься на другие дела и следуешь своей стратегии, которую продумал в спокойное время. Так что продумайте стратегию в спокойное время, когда ничего не происходит. И когда будут такие эмоции, не поддавайтесь им, а посмотрите на свою стратегию, которую вы выработали. И придерживайтесь ее. Третья ошибка – это игнорирование безопасности. Это тоже очень частая проблема, когда люди не следят за своими сид-фразами. Например, делают скриншот в телефоне с сид-фразой, а так делать нельзя, потому что есть софт специальный, который считывает все ваши изображения, все слова оттуда. Поэтому ни в коем случае не храним сид-фразы в виде картинок на телефоне. На всех приложениях и биржах, где вы регистрируетесь, обязательно двухфакторную авторизацию подключать. И деньги не стоит хранить в долгую на биржах. Биржи, например, вот на BitGet можете зайти, там есть акции, мы используем их для того, чтобы купить, либо продать крипту, либо
мы там зарабатываем на дополнительных акциях, которые биржа предоставляет. То есть мы в моменте что-то там сделали, провернули, купили, продали, поучаствовали в акции, получили дополнительные бонусы, но все выводим на свои сторонние кошельки. Если там большие суммы, то рекомендую использовать холодное хранение. Это, например, кошельки Ledger или такого формата. Можно использовать Trust Wallet, можно MetaMask. Но главное, не хранить на централизованных биржах. Там деньги принадлежат не вам. Их могут заблокировать в любой момент, либо биржа может скомануться. Все мы помним, как был крах FTX. До сих пор деньги не вернули, а уже несколько лет прошло. Но сейчас вот им как раз-таки будут возвращать. И вы подумайте, если вот у вас лежит, к примеру, 100 тысяч долларов на бирже, это ваш весь депозит, который есть. У вас его отняли, и вам его отдадут частично только через 5 лет. Если вы к этому не готовы, то выводите все средства на свои холодные кошельки и храните деньги в безопасности. Четвертая ошибка – это отсутствие диверсификации. Например, вы увидели одну монету, она вам очень понравилась, и вы зашли в нее all-in. А это монета какой-нибудь мемчик спамфана. И большая вероятность, что вы все потеряете. Я, например, вот против большой диверсификации, то есть когда вы берете там 50-100 монет всяких разных, за ними не уследишь. Но диверсификация в рамках 5-10 монет – это вполне разумное решение. Желательно еще, чтобы она была по разным секторам. Для того, чтобы у вас была возможность для маневра, потому что какой-то сектор летит вниз, какой-то в боковике, а какой-то наоборот пампится. И вы будете себя лучше чувствовать, если вы распределили свой капитал по нескольким трендам. Пятая ошибка – это следование за гуру. Например, вам понравился какой-то блогер, например, я, он рассказал про монету, вы в нее очень сильно поверили и вложились сразу, ничего дополнительно не изучав. Так делать точно не нужно. Я считаю, что нужно смотреть вообще многих блогеров с разным мнением. То есть, если вы смотрите блогеров, которые говорят, там, например, что вот эта монета, она классная, найдите блогеров, которые говорят обратное, чтобы у вас сформировалось критическое мышление насчет этой монеты, и вы могли взвесить все за и против. Блогеры, эксперты, они лишь вам могут подсветить информацию, которую вы уже самостоятельно можете дальше пойти проверять. Отсюда мы переходим как раз-таки к следующей ошибке. Это то, что вы не производите никаких собственных исследований. То есть даже если монета какая-то на хайпе, все о ней говорят, все равно нужно пойти и изучить более подробно, что это за монета, что там за команда, что она из себя представляет. Если это мем, то почему он так произошел, почему так случилось. Нужно все это изучить. И только после этого принимать решение, потому что вы несете свои деньги. Это чисто вот ваши деньги. Вы их заработали, и вы их понесете в какую-то монетку. Перед тем, как их туда закинуть, 10 раз подумайте и проанализируйте, надо ли оно вам. Даже если все залетают в нее, все друзья, знакомые, все пошли лезть в эту монету, то все равно нужно провести свое собственное исследование. Dior, как говорится. Седьмая ошибка, о которой не так часто говорят, это игнорирование правил регуляции. В каждой стране есть свои законы, правила насчет криптовалют. И вы должны их знать и изучить, и как более безопасно с ними работать. Например, сейчас в России, если вы живете, то здесь P2P обмены происходят, там очень много мошенничества. Нужно выбирать проверенных мерчантов, либо использовать обменники какие-то. Потом нужно также декларировать крипту, которую вы выводите. Все это нужно исследовать, потому что если вы внезапно заработаете на крипте очень много денег, у вас не получится так просто их взять и вывести без вопросов. Так или иначе, возникнут вопросы, откуда деньги, что это такое. И если вы не подготовились, то вам может быть очень больно, если ваши деньги каким-то образом отнимут, либо вас вообще посадят за то, что вы что-то там не выполнили. Поэтому всегда внимательно, кто в крипте, следите за местным законодательством, потому что в разных странах оно разное. Если где-то крипта разрешена, где-то она запрещена, где-то она в серой зоне. Следующая ошибка – это торговля без стратегии. То есть вы должны со временем сформировать свою стратегию. Она у вас так или иначе все равно сформируется. Сначала вы будете копировать других людей, потом она у вас устаканится и будет своя личная. И вы будете по ней работать. Однако в какой-то момент
вам покажется, что вы нашли какую-то темку классную на стороне. И вы не будете действовать по своей стратегии, будете от нее отклоняться и терять на этом деньги. Это очень частая история. Для того, чтобы избежать эту ошибку, нужно прямо у себя выписать детали своей стратегии. У кого-то это долгосрочное инвестирование, у кого-то там краткосрочное. Но так или иначе нужно сформировать и записать эту стратегию. И перед тем, как вы захотите куда-то влево-вправо от нее отойти, еще раз перечитать, что вы делали, что за стратегию вы придумали, как она у вас работает. Конечно, можно переделывать стратегии, они не бывают вечными, но для этого нужно осознанное решение переделки своей стратегии. А не так, что вы работаете по стратегии, которая приносит вам прибыль, и тут вы побежали куда-то еще, быстренько хотели заработать, а в итоге потеряли даже больше, и вам придется еще отбивать то, что вы потеряли там где-то на стороне от своей стратегии. Следующая ошибка – это пренебрежение рыночными циклами. Рыночные циклы, они есть. Это видно и на графиках. Поэтому, если вы исторически не посмотрите, как примерно хотя бы происходила цикличность рынков, то вы не сможете понять, когда же вам нужно купить активы, когда продавать. Также внутри каждого цикла есть еще свои тренды. Нужно смотреть, какие тренды есть на текущий момент. Потому что если тренд зародился и идет вверх растущий, например, это там искусственный интеллект, вы в него заходите, вы будете себя более комфортно чувствовать, чем если вы зайдете в какое-нибудь ненужное решение, например, там L2 на эфире, которых много, и они все летят вниз. То есть это сейчас не такой тренд. Но если вы выберете тренд, который сейчас в теме, например, там мемы пошли, там Трамп запускает мем, вы на самом старте заходите, собираете свои иксы. Сейчас вообще такая мета пошла, что запускаются мемы, очень быстро кто в них заходит, то есть стратегия такая. Вы быстро находите контракт, если вы нашли на низкой капитализации, залетаете, ждете, фиксируетесь, когда капитализация 100-200 миллионов. Это если вы зашли в хороший мем. Все, дальше уже этот мем можно забрасывать, несите следующий. Но в каждом цикле есть свои какие-то небольшие подтренды, на которые и нужно смотреть. Есть большие циклы четырехлетние, классические в крипте, от которых я отталкиваюсь при своей стратегии. Но внутри каждого цикла свои тренды. За ними надо следить и не пренебрегать ими. То есть не быть упертыми, не сидеть на старом. То, что вы в прошлом цикле что-то делали, это не факт, что будет работать в следующем. И когда вы уже определили тренд и поняли, что хотите занести именно сюда деньги, то нужно подождать коррекции. Не стоит заходить на хаях, если вы видите, что зеленые свечи одна за другой летит, особенно если недельные свечи, одна, вторая, третья, уже все зеленое, в эти моменты не стоит заходить. Все равно даже на микротрендах бывают откаты и коррекции. Нужно подождать коррекцию, и если это действительно хороший актив, то залетать туда уже на коррекции. Следующая ошибка – это непонимание технологии. То есть вы решили инвестировать в крипту, но не изучили, как в принципе работает блокчейн, как это все устроено, как создать кошелек, куда жать, какие кнопки. То есть вам нужно сначала подтянуть базу, то есть всю эту базу взаимодействия с биржами, с цексами, с дексами, все это изучать, потыкать, и все это на малых средствах. Для того, чтобы не совершить какую-нибудь глупую ошибку, куда-нибудь не туда подключиться, нужно знать азы. И вот этими азами вообще перед инвестициями в крипту лучше заняться, не стоит это делегировать другим. В интернете полно бесплатной информации, поэтому кто действительно заинтересован, он очень быстро найдет все, что ему нужно. И как создать кошельки, как подключаться к биржам, как делать свопы на разных биржах. Еще очень хорошо помогают всякие активности на биржах, за которые потом еще вам дают бонусы. Например, там в Аркхаме мы просто торговали, там получили дроп x10 к комиссиям. Сейчас в Апексе крутим объемы, там также будет дроп, полгода крутишь, получаешь XP, потом будет дроп, надеюсь, очень приятный. Поэтому не пропускайте всякие такие активности, которые вам еще помогут в обучении. То есть вы сможете взаимодействовать с разными приложениями, возможно, еще даже получите какую-то за это награду, научитесь всему, и вам будет проще, в принципе, работать с криптовалютами. По основным ошибкам мы прошлись. Ставь лайк, если понравилось это видео, и обязательно поделись с друзьями. Также хочу дополнить, что необходимо здесь терпение.
Те случаи, когда кто-то стал миллионером, долларовым миллионером за считанные дни, это единицы, это исключение из правил. Вообще, в принципе, зарабатывает всего 5-10% от участников рынка. Большинство теряют. Но вы видите красивые картинки, которые вам показывают, не ведитесь на это. Но если долго и терпеливо работать, все равно у вас получится. Это просто невозможно, что если вы не соблюдаете какие-то базовые правила, чтобы вы вообще ничего не заработали. Просто прибыль у вас может быть изначально меньше, чем у тех, кто давно в рынке и у кого больше опыта. Но этот опыт – это дело наживное. Поэтому изучайте рынок, изучайте новые технологии, и все у вас получится. Главное инвестировать осознанно и действовать стратегически. Подписывайтесь на мой канал и ждите новых роликов. Всем профита и до новых встреч!